it's 10:35 and I can feel your arms around me. Let them drown me. All I know is 10:35 and I'm thinking, God, you found me. That you found me. Every day I go places in my head. Darker thoughts so hard to know. Привет, друзья! В это сложно поверить, но я в Москве. Я прилетела вчера вечером, и моя основная задача была, задача номер один, это найти сим-карту и найти обменник, так как, естественно, мои карты не работают, и мне пришлось ввести наличку, что было крайне неудобно. Мое любимое здание, Известия Холл. У меня там произошла не одна вечеринка, происходила, когда я работала на телевидении, много концертов и вечеринок было там. Ой, смотрите, какой красивый Макдональдс на красивом розовом закате. Метро Пушкинская, друзья. Самый главный центральный Макдональдс. Мне интересно, я в последнее время в стольких странах была, я везде пробую разные бургеры, что мне вот любопытно стало. Слушайте, какая прелесть. У них есть даже мой любимый двойной и креветочки. Вот нигде не видела, даже в Америке. А, кстати, сырные треугольнички мы в Италии попробовали первый раз. Вот что не поменялось. Очень мне вкусно. Мне кажется, даже рыба посвежее, если честно, здесь. Так, это мы с мамой вышли гулять. Я на самом деле думала, что я уже опоздала гулять при солнечном свете, но нет, смотрите, какое приятное солнышко. Мы идем по Пушкинской. Сейчас мама будет мне рассказывать, какие цветы тут посадили, потому что она эксперт, она сажает у меня кучу цветов на даче. Вот. Вообще у меня сегодня первый официальный полный день в Москве, и буду я здесь ровно 2 недели. Потом возвращаюсь обратно в Испанию, где меня ждет Джейкоб, так что здесь я одна. У меня много планов. Гулять, ходить, все смотреть, встречаться с друзьями. Вот, сегодня я в легкой кофточке из манго. И вот эта рубашка Forever 21. И брюки из Source Unknown. Вот, вообще я не ожидала, что будет так тепло. Я сегодня ходила вообще в одной рубашке. И вот только к вечеру надела вот эту кофточку. И то, если честно, мне, в общем-то, тепло и без нее. Вот, я в восторге, что я успела на такую теплую погоду. Я, если честно, уже не надеялась. Потому что я все время в Москву приезжаю зимой. Это невероятно. Так что да, сейчас покажу вам цветы. Это, мам, гортензия? Гортензия. Мама на фоне гортензии. Смотрите, что такое здесь. Черепашка. Let them drown me. All I know is 10:35 and I'm thinking, God, you found me. That you found me. Every day I go places in my head. Darker thoughts so hard to know. They look like monsters under my bed. And every time's like a rocket through my chest. The TV make you think the whole world's about to end. В общем, мы гуляем, я даже сняла, видите, телескоп, потому что тепло, жарко, а завтра еще теплее в четверг, и, в общем, всю неделю тепло. Вот, мы наслаждаемся закатом, и потом поедем в магазин. Осторожно, двери закрываются. Смотрите, что творится. Зарядка. Мое любимое в Москве — это косметология. Не сказать, что дешево, но зато хорошие мастера. Вот как красиво летят листики.
Друзья, мы с Аней. Это моя лучшая подруга, да, детство, знаем друг друга, я не знаю, с 3 лет, наверное, ну не с 3, конечно, ну ладно, с 6, 100%, потому что я в школу в 6 лет пошла, между прочим. Ты во сколько? Я в 7. Вот, а я в 6. В общем, мы гуляем на Патриарших прудах, здесь дико красиво, летом, последний раз я здесь была зимой, пруды были заморожены, люди катались на коньках и лыжах, вот. Поэтому мы изучаем культурную Москву и пойдем куда-нибудь сейчас на ланч, на бранч. Да, сегодня у нас что, среда? Вторник? Среда, да? Вот, все работают, поэтому мы очень сильно надеемся, что рестораны будут пустые. Ну, судя по количеству людей, вот я как-то никто не работает. Вот, ну, а мы как безработные люди, мы пойдем сейчас можем наслаждаться. Да, можем себе позволить, будем наслаждаться просекко, салатики с буратой, ну и все такое прочее. Так, ну у нас просто великолепный обед. Я как приезжаю в Россию и просто вот... Диета в России не работает у меня, потому что в Москве все самое-самое вкусное. Да. И красивое. И рестораны красивые, и люди красивые, и еда красивая. И полезная, и калорий-то там меньше, в общем, и сахара там меньше. В общем, вы все поняли, вы планируете. Так, ну мы не удержались, я не удержалась от десерта. У машины есть. Снова на Патриарших. Мне кажется, я здесь бываю чаще всего, но это на самом деле не очень далеко от меня. Я живу на Белорусской, а здесь, в принципе, около Маяковской, следующая станция. Вот, так что я сейчас иду как раз пешочком после ланча домой, в сторону Белорусской. Вот, и у нас такие живописные улицы, знаете, ничем не хуже Европы. Друзья, просто посмотрите на эту погоду. У нас плюс 25 в конце сентября. Смотрите, какая я сегодня красивая. С чистой головой и укладочкой. Как хорошо, что у меня дома есть щипцы, фен, и мне не надо было ничего с собой везти, потому что именно из-за этого я страдала в Аргентине, в силу того, что у меня не было с собой ничего, кроме одежды. Вот. Вообще, я еду на встречу с подружкой, и я не могу перестать говорить о том, какая же классная погода. Я просто не помню, чтобы в России вообще в конце сентября было плюс 25-26. И мне так повезло, ребят. Красотища. Смотрите, что это такое? А что это вообще? Динозаврик? Теперь я знаю, где русские блогеры снимают контент. Вот, это ГЭС. Так что, если вы русский блогер, приезжайте. Да? Новокузнецкая это, да? Или...
самое ближайшее, да? Да. Вот, Новокузнецкая. Кафе шумно. Я бы тоже приходила. Ну, кстати, да, в кафе шумно, а здесь вон, пожалуйста, лежачки. Это бабушка прям приготовила. У Насти сырнички. Сейчас мне тоже такие принесут. Настя, давай. Вот по пятницам Москва тусует на Цветном бульваре. Мы с сестрой, здравствуйте, наконец-то, на Цветном бульваре. И мы вот хотим куда-нибудь пойти посидеть. И, как вы видели, очень много людей везде. Красивая Москва, безумно. И мы идем в сторону... Что это? Торговый центр? А, это рынок, центральный рынок. Но там очень много людей. Мы наконец-то присели. И, ребята, это называется тартар из гребешков с малиной. Я такого еще не пробовала. Вот, так что... Малинка. Мы наслаждаемся приятным вечером. Шикарными сервисами и это фабрика-завод «Большевик». Вы все знаете. Раньше он был работающим, от белорусской, недалеко от моего дома. Вот, но теперь это бизнес-центр, и там много всяких бизнесов, магазинов. В общем, я проснулась, у нас суббота, я иду за кофе в музей русского импрессионизма. Да нет, шутка, конечно. Смотрите, какая большая, красивая территория. Большевик. И, боже, мне так здесь все нравится. Моя мама ходит сюда на педикюр, она мне сказала, на маникюр тоже. Вот я вижу аргентинский стейкхаус. Я вообще пытаюсь найти здесь себе кофе. Смотрите, какая красотища просто. Поверить не могу. Когда я была ребенком, я здесь гуляла. Здесь было просто... Тоже было красное здание, кстати. Такое кирпичное, как вот эта труба. Как вот эта кирпичная труба. И вот, и здесь можно было купить всякие вафельные стаканчики, что-то еще. Ну, в общем, это выглядело не так прям лакшери, как сейчас. Вот. Но мне нравится, что они сохранили вот этот вайб красного кирпича, знаете. Вот, это так интересно, то, что, во-первых, это рядом со мной. И я безумно этому рада. Я даже не знала, что мне посчастливится прийти сюда за кофе. Кстати, смотрите, рядом очень красивый дом, тоже такие балкончики. Мне очень нравится. Я вообще сонная, конечно. Вот, но за этим я и иду, за кофе. Чувствую себя гораздо лучше. Кстати, да, надо было показать. Вот так, на Большевике. Я специально дошла в эту сторону, хотела показать вам свой любимый дом. Его, видимо, отреставрировали немножко, он выглядит таким довольно новым. Очень красивый, ажурный дом. А это еще один необычный дом, он стоит на таких вот огромных ногах. Мне всегда маленькой казалось, что это очень забавно. Но это типа как от землетрясений, ну хотя не знаю, или может от чего-то другого, но в общем интересный дизайн. Вот, смотрите, какая красота, с этой стороны видно, да, что если его проезжать мимо, он весь вот в таких вот красивых узорах. Приехали гулять в парк. У нас сегодня семейный день. Красивый город речного вокзала. Вот я жду своего брата, уже детей. Дай 5. Красота, и моя сестра.
Не спорю тогда. Смотрите, у нас в качестве декорации на столе стоят живые помидоры. Это мой ноготь, поэтому можно видеть, что они живые. Открыты веранды. Морепродукты. Мы пришли в ГУМ под закрытие. Ребята, вот куда не знала, что зайду, так это в ГУМ, потому что я думала, что здесь уже ничего не работает, бренды-то в основном все. Смотрите, какая красота. Вот. Но все работает, все красиво. Мы ходим, смотрим на красоту. Вообще ночная Москва летняя, это просто отдельный вид удовольствия. Оловол бренд. Не-не-не, я имею в виду. У нас сегодня последний теплый, такой жаркий день. Вообще вся следующая неделя будет тоже теплая. Зачем это рассказываю вообще? Мне все вообще говорят о том, что давно не было такого тепла. Вот, наверное, поэтому я продолжаю об этом говорить. В общем, я в Петровском парке, здесь очень красивенько. Вроде бы с одной стороны уже такая осень, но на самом деле все еще практически зеленая. Вот, это очень круто. Я, мне кажется, почти каждый день бываю здесь, в Тверской, либо на Пушкинской, либо еще где-то. Вот, потому что я предпочитаю от Белорусской проходить пешком до Красной площади и обратно, если у меня есть такая возможность. Так что почему бы и нет. Вообще мои самые любимые районы Москвы — это Патриаршие, это Тверская, Белорусская, Белая площадь и, наверное, Большая Дмитровка, район Большого театра. Вот, еще, в принципе, Чеховская, но вот все, что касается Тверской, я просто обожаю. Я не знаю, почему. Наверное, потому что я здесь выросла, но просто я каждый раз такой кайф получаю, такие мурашки от того, что я просто здесь. Хотя вообще вся Москва красивая. Я сейчас гуляю по каждому району, там Китай-город, не знаю, парк Горького. И я просто в шоке от того, насколько везде потрясающе красиво, но Тверская — это просто вот мое сердце, наверное. Известия Холл. У меня там было не одно мероприятие, когда я работала на телеканале. Вот, и в принципе вечеринки, какие-то Хэллоуины постоянные и прочее. Кстати, здесь недалеко ресторан Марья Ивановна. Я в него не пойду, хотя его обожаю, потому что в Москве, нет смысла идти есть русскую кухню, когда куча других вкусных ресторанов, но в Нью-Йорке я постоянно хожу в Марью Ивановну. Вот, и я Джейкоба привозила, кстати, в московскую Марью Ивановну тоже, это же сеть. В общем, у меня такой кусочек России в Нью-Йорке будет. Я на своем любимом месте, на Белой площади, жду маму. Мама идет пешочком из дома, я только что была на завтраке с подружкой детства. Мы выросли вместе, мы ходили вместе на танцы, мы ходили в сад вместе, и первые 3 класса школы мы вместе учились. В общем, невероятно, мы не виделись много-много лет, и это было очень круто. Вот, мы ходили в Депоезд, вы знаете, на Белорусской есть такое место, фудкорт. Вот, мы были в сыроварне, там рядышком ресторан, очень, кстати, классный, там обалденные сырники, если что, имеется в виду. Вот, а сейчас я жду маму, и вот хотела просто вам показать мое любимое место. Здесь был Starbucks, теперь это Star Coffee, как вы все знаете. Вот, но так вообще здесь вот огромное количество ресторанов и кафе, и они вообще, большинство из них все хорошие. В частности, вот кофемания рядом со мной. Вот, там очень классные омлеты с перепелиных яиц, так что имейте это в виду. Вообще, да, это место, оно, знаете, как телепорт. Вот каждый раз, когда я здесь, я представляю себя где-то в Европе, мне кажется, или за границей. В общем, всегда Белая площадь была для меня таким местом силы. И я вот это вот обожаю. Вообще вся Тверская, весь Тверской район для меня такое какое-то волшебное место. Вот. Даже сейчас, когда Старбакса больше нет. Старбакс как телепорт в Америку. Но нет, ничего подобного на самом деле. Архитектура и энергия влияют сильнее, чем
просто какой-то кофе из Starbucks, тем более, что здесь гораздо более есть вкуснее места, чем Starbucks. В целом, да, оно. Видите парк Победы, аллею звезд, Москва-Сити, Триумфальную арку, Новый Арбат. По окончании экскурсии группа вернется на Манежную площадь, станции метро, Охотный ряд. Смотрите, какая красота. Это у нас, что это называется? Парк Зарядье. Парк Зарядье. Ладно. Можно заказать у робота кофе. Сироп. Добавить сироп? Нет. Капучино. Оплата, платить 220 карты. Вот он пошел готовить. У меня по традиции оливье, который я беру везде. У мамы Жульен, и мы заказали чай «Непогода». Это вот такой красивый ресторан прямо в парке Зарядье. Ночная Москва, друзья. Прекрасно! Меня только что мои бывшие коллеги с Муз-ТВ позвали на премьеру фильма Вуди Аллена. Это закрытый кинопоказ в Театре Художественный на Арбате. И после этого будет автопати на Красном Октябре. Вот. И это был вообще в последний момент. Но, тем не менее, им удалось вписать меня в списки приглашенных. Вот. Я в диком восторге, потому что я увижусь с друзьями, с коллегами. Вот. И хоть погуляю на московской тусовке. Ребята, просто ради этого стоило, в принципе, снимать влог, чтобы показать вам мое любимое кафе. Суп-кафе — это сердце супов, поэтому, если вдруг вы будете на Белорусской, обязательно заходите. Я открою бизнес-идею. Значит, смотрите, кофе непростой. Здесь вот все исполнение желаний написано. Кафе называется No Filters на Тверской. И вот покупаешь кофе, тебе дают свечку. И ты ее должен зажечь, и вот на исполнение желания. Еще нам дали бумажечки, вот Юля сейчас напишет. И потом бумажечку кладешь вот сюда, на исполнение, либо на деньги, любое желание. Можно еще купить свечку, вон, кстати, девчонки жгут уже. Вторая премьера. Второе мероприятие за неделю. Второе кино за неделю. Кстати, здесь тоже второй раз. Жуковский. Раздают напитки и канапе, а потом молодые люди разносят это. Хорошо.
в моем любимом ресторане, где кругом растения, куда ты не сядешь. Я просто обожаю. Это на Большой Дмитровке. Смотрите, как красиво. На вас сверху спадают такие вот цветы кругом. Это как бы туалет. Да простят меня все. Смотрите, какая вкуснота. Равиоли, гребешки, креветочки. Розовый бутик с бижутерией. Смотрите, какая красота. Колечки, браслетики, сережки. Нашумевший ресторан, вот, развлекаемся. Вот, можно мне, пожалуйста, вот это? Сделать селфи. Это все для блога? Но мы же будем пить? Так, это напитки. Вот я думаю про гражданку мира, либо тряпки от кутюр, либо вот содержанка, тоже ничего. А, вот это тоже прикольно, нимфоманка. Смотрите, доллары. Долларовый лимонад. И у Иры какой красивый. Покажи цветок. Я как будто на Гавайях меня прилепили. Да. Греческий салат. Так, не надо развернуть, мне кажется. Это называется содержанка. Видите, мне принесли. Типа Маша, гуляем. Так, ну вот такое послание у меня было прикреплено к моему дринку. Так, вот это вот борзо с морепродуктами называется «Отпуск за чужой счет». Улетаю в Дубай, здесь у нас бисквит, мусс и шоколад.